Пацаны, я даже не знаю, как это назвать, как это можно вообще описать. Вот мы и дождались начала праздничной кампании под названием Festive Season, которая посвящен предстоящим новогодним и рождественским праздникам, и по аналогии с прошлым сезоном нам, конечно же, выдали подарочных эпиков. Ну, точнее, как выдали. Скорее, просто выкатили и поставили перед фактом, что вам нужно гриндить, прежде чем вы сможете забрать хоть кого-нибудь из этой семерки. Но давайте поговорим обо всем по порядку, ведь сегодня у нас четверг, день оперативного обновления. Несмотря на тот факт, что мы ждали эту кампанию буквально полмесяца, она оказалась как будто бы не такой глобальной, как ожидалось изначально. Но, опять же, давайте обсудим все по порядку. Самое интересное, а именно подарочных эпиков, я, наверное, оставлю напоследок, поэтому давайте быстренько пробежимся по контенту, который также появился в игре вместе с эпическими футболистами за селективный контракт. Этого контента не так много, есть некоторые интересные аспекты, которые хотелось бы затронуть, обсудить вместе с вами, поэтому давайте прям быстренько посмотрим и по всему этому пробежимся. Первым делом пару слов касаемо команды недели, что обычная, что команда недели посвященная Лиге Чемпионов, ну вообще никак не меняется. Конечно, некоторые из вас могут спросить, а чего ты хочешь увидеть, что именно нового ты хочешь от этих наборов? Если мы наблюдаем одних и тех же игроков в той же самой команде недели уже несколько лет подряд, то, ну, можно было бы хоть как-то поработать над их рейтингами и наконец-таки преодолеть этот несчастный барьер в 101 или иногда даже в 102 пункта, учитывая, какими карточками располагают нынешние донатеры. И если у тех, кто донатит на эпиков, рейтинги постепенно растут, те, кто продолжают играть на фри-то-плей на основе, почти никак не меняются. И по итогу получаем, что в очередной команде недели мы видим одного и того же Ван Дейка с рейтингом 96 без тренера, того же самого Кунде и остальных ребят по кругу. И только единичные случаи в лице какого-нибудь Гринвуда, который вот буквально недавно начал фигурировать в паках, или какого-нибудь Экитике, которые по большей части имеют стандартные для команды недели рейтинги, но в случае с ними хотя бы можно пощупать модельки, которые до этого момента, ну, нам по тем или иным причинам были недоступны и неизведаны. А так, команда недели, к сожалению, полная скука. С сегодняшнего дня в игре стал доступен отдельный клубный пак с игроками и тренером Арсенала. В принципе, у канониров из года в год получаются неплохие клубные наборы, и, наверное, в отношении данного пака можно сказать примерно то же самое. Неплохой набор, но исключительно для тех, кто не обременен остальными какими-то футболистами из команды недели, из бесплатных раздач, ну, грубо говоря, для новичков. Микель Артета представлен с двумя игровыми стилями, один из которых достигает 89 пунктов, другой 88. Это владение мячом и длинная контратака соответственно. Конечно же, он имеет свой линк-ап, который напоминает линк-ап того же самого Капелла, только с немного поменявшимися ролями. Теперь в роли связующего игрока все так же дирижер, но не опорник, а центральный полузащитник, тогда как в роли ключевого игрока все так же нападающий, только не центральный, а фланговый. Эпический пак, который стал доступен сегодня, примечателен по двум причинам. Во-первых, в игру возвращается Патрик Виейра на позиции опорника, будучи игроком Арсенала, представленным в возрасте 21 года и со стилем разрушитель. И второй примечательный момент — это дебют Марселя Десайи. Заранее прошу прощения за свои ударения, не дружу я с ними, но что поделать. На первый взгляд, казалось бы, среднячковая моделька для позиции центрбэка, но здесь не все так просто, потому что у него, во-первых, фантастические оборонительные цифры, то есть они очень и очень высокие. Его основной рейтинг при совместимости с тренерами достигает 107 пунктов, и в то же время он один из самых быстрых центрбэков, которых я, по сути, видел. Даже при стандартной прокачке его цифры скорости и ускорения почти добираются до бирюзовой зоны. И это, казалось бы, после того, как геймплей изменился с приоритета скорости, и казалось бы, что вот защитникам теперь не обязательно иметь высокие
яркие цифры скорости с ускорением. Казалось бы, вот умение защищаться должно вполне хватать. Но Konami вот нарисовали вот такие вот интересные цифры. Ну и рост в 185 сантиметров отчасти компенсируется тем, что ему накинули дополнительный навык в виде воздушного форта. Вот были бы у него еще дальние перехваты, тогда бы это была бы прям вот конкретно потенциально метовая моделька. А так выглядит очень даже интересно, и поэтому остается только ждать, что насчет нее скажут какие-нибудь стримеры и прочие ребята, которые занимаются замерами моделек. Ну и самое главное, то, ради чего мы здесь и собрались, это, конечно же, подарочные эпики за селективный контракт. По сути, все точно так же, как и в прошлом году. Нам доступны два пака, один из которых подразумевает попытки выкрутить эпиков за случайные сделки, то есть рандомом. Играем матчи, получаем крутки и пытаемся выловить хоть кого-нибудь из эпиков. И только после этого мы получаем доступ к селективному контракту и выбираем одного из 7 эпиков на свое собственное усмотрение. Собственно, да, кампания будет длиться около 3 недель. За все это время нам надо сыграть около 80 матчей в рамках данной кампании, чтобы получать крутки. Также мы будем получать крутки за вход в игру в течение 3 последующих недель. И для того, чтобы забрать селективный контракт, нам понадобится 21 раз сделать крутку случайного пака на 300, мать его, футболистов. Тогда как самих круток будет где-то в районе 27 штук. И не знаю, как у вас, дорогие друзья, но когда я увидел эту представленную семерку, я прям конкретно так разочаровался. Ну, то есть у меня не было прям каких-то ложных ожиданий, что будут раздавать каких-нибудь Дель Пьеро, Румениги, ЭТО, но представленная семерка уж чересчур, ну, ни о чемышная. Конечно, Konami извели фри-ту-плейщиков до такой степени, что даже такие эпические футболисты будут для них своего рода спасением и, ну, каким-то утешением под праздники. Но все-таки я считаю, что вот эти представленные игроки это просто какое-то издевательство, поскольку в первую очередь были выбраны самые ненужные игроки из ранее донатных паков, так и более того, из 7 представленных игроков у 4 из них отсутствуют хоть какие-либо донатные навыки. Так и более того, в паке повторяются игроки, которые фигурировали в рамках летней раздачи, как минимум тот же самый Хаби Алонсо и Оливер Кан. А так мы получаем, что новая клубная версия Хаби Алонсо вроде бы и получше по тем же самым оборонительным цифрам, но у нее отсутствует навык, тогда как у летней версии был Visionary Pass, то есть выверенные пасы. Новая версия Оливера Кана, казалось бы, с новым навыком. По цифрам эта версия слабее летней. Но и с летней карточкой было не все так просто, ибо многие, ожидая, что у них появился эпический голкипер, думали, что он будет тащить все и вся, а оказалось, что нет. Оливер Кан не вытащит какие-то прям сумасшедшие моменты, поэтому даже летняя эпическая карточка многим фри-ту-плейщикам ой как не зашла. И то Хаби Алонсо и Оливер Кан это еще более-менее ходовые и именитые имена, тогда как в паке присутствуют такие персонажи, как Стефано Фиори, Даниэле Массара, Альберт Феррер и уже более знакомые Филиппо Инзаги и Хавьер Дзанетти. Конечно, прям какого-то массового возмущения по поводу представленных эпиков не было, но в то же время я видел немало комментариев, где люди банально недовольны тем, что выкатили Konami. Конечно, есть и прямо противоположная точка зрения, что якобы от чего вы вообще ожидали? Неужели вы думали, что вам будут раздавать Рубиниги и ему подобных? Нет, конечно. Но и это выглядит ну как-то чересчур наплевательски. Тогда как в прошлом году были достаточно имбовые Давид Вилья и Снейдер. При всем том, что помимо них вся остальная подборка тоже была говёная. Но тогда был прям конкретный спор, кого брать, Вилью или Снейдера. Тогда как сейчас, ну, люди просто такие, ну, наверное, возьму Алонсо или, наверное, возьму Дзанетти. Никаких ожесточенных споров, никаких мук выбора, это просто как будто бы выбор среди коллег. При всем моем уважении к тем же самым футболистам и к отдельным игрокам, которые фанатеют за эти модельки и за этих исполнителей, я ничего не пытаюсь сказать, никого не пытаюсь обидеть, просто вот такое вот у меня впечатление и ощущение от всей этой картины. Поэтому в этом году Festive Season лично для меня стал полнейшим разочарованием. Но думаю, что о представленных игроках, о скиллах тех немногих футболистов, которых получили, цифрах, мы поговорим в отдельном ролике на втором канале. Сейчас же я буду рад узнать ваше мнение касаемо сегодняшнего обновления, новой стартовавшей праздничной кампании, ну и, конечно же, представленных эпиков.